Ну вот. Горочка здесь, в принципе, такая небольшая, но снежочек вот он сейчас сходит. Здесь такой песочек, напитанный водичкой. Вот. Колея это еще моя, растаявшая. Прошлые выходные я ее тут пробил по снегу еще. Вот. Сейчас иду третья пониженная, блокировки. Вот. Не спеша. В колее болтает. Кто-то тут уже катался на квадрике после меня, судя по всему. Резина Yokohama G015 215 на 65 R16. Не ЛТшка. Не ЛТшка. Просто АТшечка и все. Так, здесь пойдем вообще аккуратненько здесь, потому что, блин, длина уже пошла. Я не хочу изгваздать всю машину. Машинка у меня чистенькая. Вот, поэтому буду ехать спокойно, без пробуксовок, без фанатизма. Кто-то, блин, палок накидал зачем-то на дорогу. Вот. И вот так вот спокойненько сейчас будем ехать. Резине этой уже получается 3 года. Вот. Ну вот идем с легкой пробуксовочкой. Значит, все-таки машину я изгваздаю. Вот. Эх, не видно, как летит все это дело. Зеркало уже все. Ну сейчас доедем, я все это покажу. О, блин, сейчас все стащит, будет интересно. Ну вот, вся лобовуха теперь в какашках. Да, называется, не хотел гвоздать машину, блин, ну ладно. Нива все-таки любит. Кто-то тут вот размесил уже на квадриках. Да. Ничего страшного. Резине 3 года. Сейчас доедем до полянки. Выставлю камеру. Посмотрим, что с ней сталося. И меня самого интересует. Я взял с собой штангенциркуль. Будем мерить высоту протектора. Что там осталось. Так, болтает по колее, болтает. Эх, ты ж ее корми, бабай. Так. Вот сейчас вот выйдем на вот эту вот поляночку. Найдем место по суше. Станем красиво к солнышку. Вот. А и что-то у нас тут. Что выпало? Так, так, так. Вот как-то так. Вот, встанем, чтобы колесо у нас было выкручено, вывернуто. Так. Так. Сейчас я переключусь на другую камеру. Так, вот это у нас все сейчас получилось. В таком вот интересном виде. Так. И зеркала, как видите, вот, получились. И колесья получились. В таком замечательном виде. Да. Сейчас я немножко исправлю. Почищу место на колесе. Выставлю треногу. И мы продолжим. Так, процесс пошел. Давайте сейчас посмотрим. Меня самого интересует глубина протектора. Так,
Берем штангель, меряем, глядим. У меня получилось 6 миллиметров. Давайте еще пару мест попробуем. Может, я неправильно меряю. 6. В середине, в средней дорожке. Все равно 6. Так, ну давайте боковую дорожку смотрим. Шесть с половиной. 6,5. Значит, я ее гонзую перекачанной. Так, по шинам. Прошло 3 года, как я, соответственно, на этих шинах катаюсь. Геоландер, АТшечка, G015, да, 215 на 65 R16. Это простая G015, простая АТшечка, не ЛТшка. Есть еще ЛТшка, и она отличается рисунком протектора. Картинки кто посмотрит, тот увидит. И ЛТшка, она потяжелше, там больше слоев корда и больше глубина протектора. Резину я изначально брал на свою Нивку, чтобы ездить вот по вот такой вот примерно, вот по таким вот местностям. То есть мне не надо было лезть куда-то в самые каки. Вот. Я совершенно не хотел куда-то лезть в самое дерьмище. Поэтому мудовая резина мне была не нужна. Мне нужна была резина для трассы, чтобы она нормально стояла на скорости, нормально тормозила. И, соответственно, для песка. То есть для песка нужна резина, которая не копает сильно, не закапывается. Изучая протекторы, выбрал Якогаму. Откатал я на ней. Так, когда я поставил, пробег у машины был 13 с копейками тысяч. Сейчас пробег у машины порядка 55 тысяч. Пробег у меня получается где-то 13,5 тысяч на миллиметр. Когда я ее купил, протектор был 9 миллиметров. Сейчас я его мерил штангенциркулем по центральным канавкам. Он у меня показывает 6 миллиметров. А боковые канавки вот здесь вот продольные. Здесь 6,5, здесь 6. То есть я езжу на слегонца, получается, перекачанных колесах, что не есть хорошо. Сейчас стал ездить по-другому. Но получается, что миллиметр снашивается примерно за 13,5 тысяч километров пробега. При этом у меня пробег получается практически 99% это асфальт и немножко совсем грунтовочки. Пока резинка была новая, то есть я ее взял в феврале 2020 года, тогда же, соответственно, я ее сразу надел на вот эти вот диски. Я купил диски вместе с резиной. Диски эти скат 16 дюймов, шириной, по-моему, 7 дюймов. По-моему, все-таки 7. Диски я брал непосредственно под резину, чтобы резина, борта резины не были сильно завалены туда вот внутрь. Хорошо резина себя ведет во время дождя, аквапланирования фактически нет. В первую зиму я как бы удивился, нафиг мне теперь зимняя, там где я ездил по снежочку. Во вторую зиму я катался все начало зимы и переобулся где-то в районе ближе к Новому году. Потому что ездить на ней по снегу не вопрос. По льду, естественно, она не шипованная, она остается мягкая. Сильных морозов у нас не было. Но при этом после 20
минус 20, минус 25 градусов снежный накат начинает держать нормально, как наждачка. Но я езжу очень энергично. Очень энергично. А все-таки на снегу это не зимняя. Она не позволяет так нормально оттормаживаться, как, в общем-то, хотелось бы. Поэтому приходилось, так сказать, чтобы не сильно портить себе нервы, я поменял эту резинку на зимнюю. Соответственно, третью зиму я сразу переобулся на зимнюю. Но по весне, как только асфальта становится больше, чем льда и снега, я переобуваюсь обратно на вот эту вот. Езжу нормально, спокойно, просто-напросто чуть аккуратнее. Дважды я на ней катался в Крым, причем по жаре на трассе, где было порядка 45 градусов, то, что у меня датчик бортовой показывал. Резина держала в поворотах нормально, но там скорее плавился асфальт, вот, плыл уже сам асфальт. Ощущение было, как будто не очень хорошо покрытие держит. То ли резина плывет, то ли асфальт плывет, было уже не совсем понятно. Шум на Ниве, сами понимаете. Шум на Ниве, это, блин, шум на Ниве. Здесь на резину что списывать? Шума от резины фактически нет. Здесь вот есть аэродинамические шумы от рейлингов на крыше. Например, после 80 начинает это быть слышным. После 100 уже хорошо слышно трансмиссию. На резину нареканий нет никаких. Она мягкая летом, она мягкая зимой, она относительно легкая. Вес колеса в сборе у меня ровно 20 килограмм. Кстати говоря, точно так же, как и вес штатных дисков с зимней резиной. Специально взвешивал ровно так же, 20 килограмм. Не знаю почему. Естественно, она не совсем грязевая, естественно, от нее не приходится ждать проходимости мудовой. Я ее приспускал, как-то садился в снегу в конце зимы как раз таки. Снег как раз был такой самый противный. Он уже тяжелый, он уже такой зернистый. Там много крупных кристаллов льда, он фактически из этого состоит, из этой каши. И я сел на ней. Я приспустил колесики до примерно 1 атмосферы и приспокойненько выехал. То есть никаких вопросов к резине как бы не возникло. Села она достаточно хорошо, когда монтировали ее. На монтажники сказали, что резина хорошая, села хорошо. Грузиков здесь вот. Это не грузики. Так. Какой там вес? Черт я знаю. Непонятно. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7. 7 таких вот шлайбочек там. Это здесь. Здесь они где? Здесь они у меня, похоже, где-то наверху. Да. Здесь они вот 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 грузика на этом колесе. Вот. Ну, то есть вот так вот. В общем, все хорошо. С аквапланированием хорошо. По снегу ездить на ней можно. Она не дубеет. Даже при минус 25 она не пытается становиться квадратной. Я ее качал до 2,4. Ну, естественно, блин, твердо становится. Машина была просто груженая. Там в конечном итоге я скинул все это дело до 2,2. Зад двоечка была, а перед 2,2. Диски у меня вылет 40-й. Я брал их в цвет машины.
при таком вылете и такой ширине получается, что середина колеса, вот эта вот часть, ровно там же относительно подшипника ступицы, где и у штатного колеса. Таким образом у нас минимизируется нагрузка на ступичные подшипники. Ну, это так, на тему здоровья машинки. Передние колесики, у меня сейчас пружинки стоят немножко другие. У меня пружинки не штатные, штатные просели. Да, поэтому я поставил пружинки Иштехно. Они дают плюс 3 сантиметра лифта. При том, что колеса размерности больше штатной. Видите, они как смотрятся? Они смотрятся маленькими в арках, потому что машина получается за счет пружин приподнята. Пружины получаются жестче. Никаких проставок у меня там нет. Пришлось менять кастер и все остальное. Но сделали, вывели. Естественно, колесики выступают немножечко за передние арки. Как все это дело закидывает, вы можете вот тут видеть. Здесь вот, да. Плюс у меня стоят амортизаторы газовые, по-моему, рассчитанные на Chevy Nivo, на более тяжелую. Вот, поэтому машина получается на этих пружинах и амортизаторах достаточно жесткая. В этих условиях сейчас у меня, если смотреть по манометру компрессора, перед двоечка, зад 8, достаточно мягко, относительно мягко. В общем и целом резиной я доволен. Хранится резина у меня на лоджии. Колесики просто-напросто складываются в стопочку. Проблем никаких нет. На тему трещин, там что-нибудь такого. Давайте посмотрим. Она абсолютно гладкая. Никаких вопросов, замечаний нет. Никаких трещин нет. Езжу я, еще раз говорю, энергично, поэтому даже вот эти, видите, боковые места вот немножко подсточены. А вот эти места рассчитанные на снижение давления, и целенькие, как новенькие. Когда собирался на шиномонтажку этой весной, колесики проинспектировал, нашел там всякое в них воткнутое, вытащил кое-как местами пассатижами. Да. Но при этом проколов ни одного не было. Проколов ни одного не было. Вот у нас тут до сих пор, видите, да, до сих пор еще пипка даже целая. Так что резина хорошая, мне нравится. Что брать вместо нее, не знаю. Даже не знаю, честно говоря. С одной стороны, хотелось бы, может быть, взять и ЛТшку, Яландер ЛТ, тоже АТшечку. С другой стороны, может быть, попробовать что-то новое. Гудрич АТшка сейчас стоит как чугунный мост, стоит в 2 раза дороже, чем вот такая резина. По песку я на ней ездил. Я же говорю, ездил в Крым, поэтому там приходилось кататься по разной местности. И по грязьке, и по песочку. По песку она идет хорошо, причем я ее даже не приспускал. Если приспустить, вообще вопросов бы не было, я так думаю. Пониженная, блокировочка, и аккуратненько, спокойненько поехали. Даже не спуская. Да, идет пробуксовка, но за счет протектора вот такого не закапывается, а спокойненько идет. На этих пружинах, на этих амортизаторах ехал с Крыма. Машина была загружена вкусными вещами, вся
Все пространство за задними сиденьями было загружено. Шел при этом энергично. И по различным дорожкам подвеска велась очень хорошо, очень приятно. Плотно, я бы так сказал. Все, всем пока.